Здравствуйте, меня зовут Юлия Шульгата, я астролог. Сегодня я хочу рассказать вам про событие, которое произошло 4 апреля 2020 года. Это пожар в Чернобыле. Мне стало интересно построить натальную карту на это событие и посмотреть его истинные причины, какие последствия будут и почему вообще это произошло. То, что я для себя открыла, стало неким сюрпризом, поскольку события 1986 года повторяются. Это пятая часть цикла Нептуна. И снова ведущий аспект – это заболевания, связанные с эндокринной системой. Точно так же, как и практически 34 года назад, умалчивается очень много информации, умалчивается то, что нужно делать, умалчивается то, как себя беречь. Нет того страха и той информации, которая должна быть, потому что вирус вирусом, карантин карантином, а когда горит радиоактивный лес, это уже не смешно, и об этом нужно говорить. То есть на это нужно обратить внимание. Следующее то, что последствия этого пожара, они долгоиграющие. Период полураспада радиоактивных элементов, он довольно долгий. И это нужно понимать. На ближайшее время, 2020 год, сейчас это будут заболевания костей и заболевания щитовидной железы, заболевания горла, то есть аллергические реакции разнообразные заболевания щитовидной железы и так далее. Также это нервы ног, и когда ноги крутят на погоду, и желудок. Желудок – это первое и тоже одно из, то есть это тошнота, это рвота, это когда плохо, это гастриты и так далее, все заболевания желудочно-кишечного тракта. И точно так же легкие, то есть система дыхания. 2021 год – это заболевания печени, которые будут прогрессировать. 2022 год – это заболевания костей. 2023 год – это заболевания почек. 2027 год по 2033 год – это заболевания, связанные с мышцами лица. 2034 год – это уже тяжелые последствия, итог – это падение у людей иммунитета. То есть будут рождаться дети с плохим иммунитетом, иммунитет будет падать у людей, все это будет происходить на фоне всего того, что случилось сейчас на данный момент. И вся эта ситуация при этом умалчивается, и о ней никто не говорит. Сказать, что кто-то в этом виноват, потому что это была не случайность, и был человек, которому просто заплатили деньги, но давайте так скажу, что это был пожар, но он был не запланирован. То есть решили сделать поджог, решили напугать, но не развести это все до такого масштаба. Я не нашла в натальной карте огромные причины, почему это. То есть понятно, что происходят моменты со сменой власти, с судебной системой, различные моменты по поводу журналистов, уголовных дел и так далее. Но возможно, захотели привлечь мировые сообщества к Украине. Возможно, захотели как-то повлиять на окончание войны и всей ситуации, которая происходит, сместив центр внимания на аварию, на пожар. Здесь уже, скажем так, я не знаю конкретно, какие люди с этим связаны, кто именно, потому что все довольно образно, и я могу сказать то, что я поняла, что это все система, которая, скажем так, нерушима. То есть это не один человек, все равно это все обсуждалось. На данный момент это главное, о чем я вам хотела сообщить. А я вам желаю удачи, я желаю вам крепкого здоровья. Пишите информацию и свои вопросы внизу в комментариях к этому видео, я обязательно вам отвечу. И до новых встреч, до новых новостей. С вами была Юля, до свидания.